Всем привет! Мы находимся в Париже на презентации Oppo Find X. Это первый за 4 года флагман компании. Если вы знаете, что такое OnePlus, Vivo, то это большой конгломерат компании BBK. И в отличие от концепта Vivo Nex, уже известно, что Oppo Find X будет продаваться на мировом рынке. Непонятно, что будет с Россией, цену уже назвали, она большая. Дождитесь августа, и тогда мы узнаем, будет ли этот смартфон в нашей стране. Но получился классный. Итак, что такое Find X? По-настоящему безрамочный смартфон. Отступы что сверху, что снизу, что по бокам. Очень маленький. Единственная нижняя рамка на 2 мм больше, чем верхняя, потому что там находится шлейф, который соединяет 6,4-дюймовый OLED-дисплей с материнской платой, но она не такая большая, как Mi Mix 2S, например. По размеру новинка чуть больше, чем 10-й iPhone, возможно, как десятка в чехле, но с таким-то большим экраном это действительно впечатляет. Красиво смотрится, смартфон из будущего, как уже сказали. И правильный вопрос, где же здесь камеры? Китайцы вот что придумали. Вы открываете приложение камеры, верхняя часть корпуса поднимается, оголяя глазки. Все это занимает меньше половины секунды и при этом происходит плавно. Ну, сделали прикольно. Выдвигающуюся камеру мы видели уже в Vivo Apex, но здесь это сделано намного изящнее, плюс задняя камера тоже находится под защитой. Когда вы открываете приложение, оголяются обе камеры. И у покупателей может возникнуть вопрос, а насколько долговечна эта система? Честно говоря, я не знаю. Это покажет лишь время. Что по сенсорам? Спереди находится 25-мегапиксельная камера, видимо, такая же, как в Oppo F7, а там она очень хорошая. Сзади это 16 и 20 мегапикселей. Есть портретный режим, оптический зум и все, что вы так любите. Но уже сейчас могу сказать, что это не ровня флагманом, но результат должен быть очень и очень приличный. К тому же в Oppo Find X нет сканера ни под стеклом, ни обычного, как разблокировать смартфон, как на айфоне. Нажимаем кнопку, выдвигается камера, она находится там же, где и основная 3D Face сканер, и за 0,5 секунды он разблокирует вам смартфон. Опять же, вопрос возникает, не расшатается ли эта конструкция, если вы каждый день туда-сюда открываете вот этот выступ. Само устройство спереди и сзади стекло, рамка металлическая, очень напоминает смартфоны Galaxy, только с более безграничным экраном, как Samsung это сами называют. Стекло с закруглениями, выглядит классно, а выделяется тем, что сзади есть вот этот изогнутый элемент, который не похож на остальные смартфоны. Что по дисплею? Он занимает 94% лицевой части устройства, и получается это самый безрамочный безрамочник в мире. Как уже было сказано, 6,4 дюйма, а разрешение Full HD+, 2340 на 1080 точек. Снизу нет входа под наушники, Type-C с USB 2.0, то есть медленный, а также динамик и микрофон. Есть защита от воды и пыли, это неплохо. Есть NFC, можно будет расплачиваться в магазине, в том числе в России. Плюс 2 сим-карты с поддержкой LTE всех нужных нашей стране бендов, но нет входа под карточку памяти. Но это не беда, потому что 256 гигабайт встроенной памяти в обычной версии и 512 в Lamborghini Edition. По железу тоже все хорошо, Snapdragon 845, 8 гигабайт оперативной памяти, смартфон летает, работает на Android 8.1, обещали уже Android P бета-версию сюда. Своя оболочка ColorOS понравится далеко не многим, потому что выглядит, ну скажем так, странно, хотя если зайти в настройки, открыть шторку уведомлений, то более-менее похоже на голый Android или даже на Samsung Experience, так что ставим сюда лаунчер и пользуемся. Плюс помимо стандартных Android кнопок есть управление жестами, 3 тонких полоски снизу, и именно в ColorOS это сделано удобнее, чем у остальных. И симпатично смотрится, и пользоваться приятно. Автономность. В смартфоне используется батарея объемом 3730 мАч. Есть быстрая зарядка по стандарту Oppo VOOC, но беспроводной зарядки нет. Спрашивается, зачем здесь стекло? Я не знаю. Но самое главное, что Oppo показали Lamborghini Edition версию смартфона, где помимо увеличенного объема встроенной памяти используется технология быстрой зарядки Super VOOC. А что это означает? Это означает, что от 0 до 100% вы сможете зарядить смартфон всего за 35 минут. За 35 минут, Карл. И как теперь это все не хотеть? Что по деньгам? 1000 евро за версию на 256 гигабайт с зарядкой VOOC и 1700 евро за Lambo Edition 512 гигабайт и зарядка Super VOOC. Получилось очень дорого, но, видимо, для каких-то других рынков будет версия на 128 гигабайт, потому что все сэмплы, которые мы тестировали на презентации, имели именно такую память. Но на самой презентации об этом ничего не говорили. Сам смартфон будет продаваться в двух цветах: темно-красный и темно-синий, а версия Lambo в карбоне. Что еще интересного? Естественно, Oppo придумали свои анимоджи. Как без этого? Назвали их Omoji, и работает очень плохо, атомная хрень бесполезная, поэтому сразу забываем про это. Плюс обещали бетку Android P, как уже было сказано, а еще в камеру встроен сервис Google Lens. Вот, собственно, и все. Остался один вопрос. Как пользоваться этим телефоном в чехле? А никак, придется про них забыть, потому что вот эта штука туда-сюда и лозит каждый день. И чехлы не для этого телефона, придется пользоваться аккуратно. Плюс непонятно, какая цена будет в России, нужно дождаться августа и вообще посмотреть, появится ли Find X в нашей стране.
Напишите в комментариях, понравился ли вам этот смартфон, вообще нужны ли такие инновации вам, купили бы вы его себе, если бы у вас была целая 1000 евро или там полторашка на Lamborghini Edition. В общем, подписывайтесь, ставьте колокольчик, нажимайте и вот это все.